А знали ли вы, что в террарии, используя только один сундук, можно фармить стражей данжа? Я вот нет, пока не начал изучать философский камень. Это, кстати, баг, с помощью которого можно получить любой предмет в террарии. Там, кстати, целая таблица есть, где я и нашел этот сундук. Кстати, напоминаю, если вы забыли, это идеальный летсплей, в котором я прямо сейчас занимаюсь трофейным залом. Ну или занимался, неважно. Есть несколько этажей с комнатами. В них находится босс, его лут и его трофей. Оформил красивые стеночки и вот такие аквариумы с мобами поставил. Ну, а вдруг когда-нибудь мне что-то захочется там сделать, поколлекционировать, на всякий случай оставил. Плюс сделал место, куда поставил все картины, поскольку 2 сундука полных картинами на базе — это бред. Сделал арену для почти бесполезной армии древних, из которой нам нужен только трофей темного мага, который падает только в дохард моде. И вот так земляными бомбами аккуратненько разравниваю территорию. Они, кстати, имба, для тех, кто не знает. Выбил Гладиус из скелета, прикольный мечик, про который они все знают, и соорудил вот такой телепорт от Шиммера прямо к моей мастерской на кладбище, потому что некоторые крафты доступны только там. Изменил положение телепортов на базе и поставил зал трофеев чуть-чуть поближе, потому что я постоянно буду туда тэпаться. И вы просто посмотрите, насколько это далеко. А это ведь не один телепорт. Я целую серию им посвятил. Подсказочка справа сверху. И вы только посмотрите, насколько круто. И я заколхозил телепорт к скелетрону от океана. Я просто использую ракушку и тэпаюсь прямо на телепорт, от которого прямо к скелетрону. Сделал я это для одной цели, чтобы удобно тэпаться к скелетрону. Но вот в чем проблема. Убивать-то его можно только ночью и пробовать только один раз. А значит, я потрачу время на фарм самого трофея. Минус 3 часа жизни, плюс трофей. И купил вот такой кубик за 5 платины. Сгладил поверхность возле данжа скелетрона и, увеличив грибной биом, построил там домик для трюфеля, который придет только в хардмоде. Плюс решил заранее построить ферму трюфельных червей, чтобы не париться о них потом. Объясню мега просто. Прямоугольник, где в центре есть линия. На ней могут спавниться мобы, а вокруг открытое пространство для максимального спавнрейта. Также можете поставить и водяную свечу, которая еще увеличит спавнрейт. Можно еще и джунгли, но это уже перебор. И примерно 16 декабря зашел пофармить подарки, но в АФК, разумеется, на моей ферме пауков, где получил бешеное количество, а точнее 1500 подарков. И получил весь возможный лут, включая костюмы. И оставив на запас 120 штук, положил их в один сундук с хэллоуинскими мешочками. Кстати, с Хэллоуина я уже выбил все вещи. А теперь отвечаю на один из самых интересных вопросов. Как поставить станции крафта друг на друга? Раз телепорт, 2 телепорт, станция крафта. Но будьте осторожны. Ломая одну крафт-станцию, ломается все вокруг. Одно неверное движение и ГГ. А если вы хотите построить один в один, как у меня, просто оставлю ссылку в описании. Там будет мой пост на бусте с бесплатным роликом. Посмотреть вы его можете без подписки. А еще однажды я зашел перековываться к гоблину и случайно нажал на комод, где оказалось, что я могу менять скин. Сказать, что я удивлен, ничего не сказать. Если что, у меня где-то 1500 часов в террарии. И после такого шока побежал строить ферму тыкв. Для чего? Не знаю, для еды. И чтобы призывалку события в хардмоде сделать. В любом случае она была бы построена, только позже. Расставил активаторы и провода, посадил тыквы, ферма готова. И поскольку многие писали про ферму фруктов жизни, я ее построил. Причем не маленького размера, а огромного. Потратил я на нее около 4 часов. И работает она прямо как тыквенная ферма. Активаторы, провода, рычаг, блоки исчезают, все падает. Но потратил я на все эти активаторы с проводами 27 платин. А нафармил я их, если что, на своих фермах. Кстати, если вы хотите скачать мир, персонажа, побегать по миру, посмотреть все достопримечательности, можете просто тыкнуть на ссылку в описании. Там Google документ, а там еще одна ссылочка, где я все объясняю. А теперь ферма, которую я ни разу нигде не видел. Ферма данжа скелетрона. Сейчас она мне не нужна, но в хардмоде очень даже понадобится. И строить, если что, ее можно где угодно. Это я решил построить ее в данже скелетрона. Раскапываем прямоугольник и убираем все блоки и стены внутри него. Только блоки и стены не выбрасываем, поскольку они нам очень сильно понадобятся. Но для начала мы должны сделать небольшую линию посередине, на которой мы будем ориентироваться. А теперь крафтим стены данжа и кидаем их в шиммер, чтобы на них могли спавниться мобы. Делаем туда телепорт, и вот такой результат должен у вас получиться. Только не забудьте снизу разлить лаву. И привет, армия древних, которую мне нужно пофармить для трофея темного мага. И спустя 6 или 7 попыток, наконец-то его выбиваю. Ставлю трофейчик и уже спокойно прогружаю бестиарий статуями. И отдельно поставил себе 2 статуи, чтобы пофармить, что из них падает. Но вот из моба порчи, гниль, теневые сеты, всякие оружки. Но прикол-то в том, что теневую броню можно кинуть в шиммер и получить ту, которая крафтится из руды, которая спавнится в порче. Но порчу до хардмода не получить никаким образом. Ну, разве что в хардмоде. Как же фармить стражей данжа? На это есть гайд вот тут. Объяснять это займет 20 минут. Но суть такова. Строим философский камень на уровне там, где появляются стражи данжа. Но
Для начала мы ищем в таблице Fake New Chest 2, чтобы фармить через него. Его код в таблице, если что, CG35. И так как получить его в руки никак нельзя, нам нужно получить его именно философским камнем. А действие, если что, происходит уже в другом мире из другого персонажа. Так что ничего не подумайте. Суть механизма в том, что вы не получаете контактный урон во время того, как наводитесь на Fake New Chest 2. А из-за того, что мы находимся на маунте пчелы, наша скорость разгоняется до бесконечности. Как и урон чего? Правильно, турнирного копья, урон которого зависит от скорости персонажа.